Улавливая сюжет, взгляд на производственный процесс. Школа Форкса, дом спартанцев. С автостоянки начинается знакомство Беллы с новой школой. Она растеряна и смущена, как и любой на ее месте, если бы перешел в новую школу в середине семестра. Кэтрин Хардуик, режиссер. И у нее этот ужасный грузовик времен 60-х, который выпускает выхлопной газ, когда она паркуется. Белла застенчивая девушка. Она в смятении. Сцена у нас вышла веселая. Клевая тачка. Все обращают на нее внимание, и вдруг появляется Эрик. Проводит для нее экскурсию, предлагает написать о ней в газете, и она растеряна от такого внимания. Я редактор в газете и могу... Нет. Думаю, лучше не стоит. Ладно, расслабься. Я пошутил. Белла всем интересна. Поэтому, думаю, мой персонаж первым идет в атаку. Джастин Чон, Эрик. Он надеется, что, оказавшись первым, сможет завоевать ее внимание. Снято, теперь еще раз. Проход от ворот. Добро пожаловать в школу Форкса. Мы снимаем волейбольную сцену, где выясняется, что Белла не лучшая спортсменка. Готов, Марк? Начали. Мяч мой. Давай, пас. Будь наготове, не пропусти. Отбивай. Белла в полном замешательстве. Она вынуждена играть в волейбол. Кристин Стюарт. У нее не получается играть с другими девушками, но она познакомится с Майком. Майк Уэлш, Майк Ньютон. Я Майк Уэлш, играю Майка Ньютона. В этой сцене я впервые появляюсь в фильме. Белла попадает мне мячом по голове. Будет забавно. Мотор. Еще раз. Думаю, главная сложность в том, чтобы сохранить эффект неожиданности. Потому что, когда слышишь команду мотор и ждешь, что сейчас тебе в голову попадет мяч, сложно не уклониться. Но волейбольным мячом по голове это совсем не больно. Для меня, по крайней мере. Майк, стой спокойно. Начали. Извини, я говорил, я не умею играть. Ничего, все в порядке. Ты Белла. Майкл Уэлш, Майк Ньютон, Грегори Кирбойс Тайлер, Джастин Чон, Эрик. Знаете, я просто пытаюсь разгадать эту девчонку. У нее такие глаза, они меня интригуют. Да, а ее телосложение просто феноменально. Феноменально. Сложно конкурировать. У меня ведь нет здоровых рук с таким бицепсом. Я просто хочу произвести впечатление, но понимаете, что я имею в виду? Это что было? Начальное движение, сынок. Они хотели использовать Эрика в баскетбольной сцене, но этот парень слишком дряблый. Вы не знаете моих способностей. Начали. Снято. Отлично. Сегодня мы снимали эпизод, где Эдвард спасает Беллу из-под колес фургона. Этот парень и раньше не выходил у нее из головы, но теперь совсем другое дело. Снято. Сцена с фургоном – одна из центральных в книге. Вы должны быть ближе друг к другу. В этот момент Белла начинает чувствовать загадочную и удивительную связь между ними. Она понимает, что испытывает к нему необычные чувства и что он не совсем человек. Эдвард подставляет руку, чтобы остановить фургон. Для этого эффекта мы использовали специальную мягкую дверь, на которой бы осталась вмятина. Белла, боже мой. Что произошло? Что ты видела? Ты цела? Нужно вызвать скорую. Белла? Ты в порядке? С тобой мы поговорим. Я в порядке, успокойся. Сейчас мы снимаем сцену в больнице, куда Белла попадает сразу после инцидента. Она взволнована и подозревает, что в Эдварде есть что-то странное. И похоже, что в докторе Каллине тоже. Да, хорошо, приступим. Начали. Он метнулся ко мне с такой скоростью. Рядом никого не было. Похоже, вы очень везучая девушка.
Снято. Как знать, может быть, я переквалифицируюсь в медсестру. Делаем спецэффект с яблоком. Я все думала, как сделать сцену в буфете интереснее. И решила, что стоит внести как можно больше фруктов и салатов, сочных цветов. И все в таком духе. И тут мне пришла в голову идея с яблоком. Да, нужно обязательно это сделать. Может, ничего дельного из этого и не выйдет. Но я хочу хотя бы попробовать. По-моему, это здорово. Кулинарный изыск. Еще разок. Кулинарный изыск. Блин, еще раз. Кулинарный изыск. Это и впрямь сложно. Кулинарный изыск. Ёлки-палки. Когда мы проделали это столько раз, я была готова сдаться. Но, наконец, 13-й дубль удался. Снято. Удалось? Уверена, что те, кто видели обложку книги, оценят. Мы все так хотели отправиться на пляж, где не будет вампиров, выглянет солнце, и все будет чудесно. Но когда добрались, возникли непредвиденные погодные условия. Тейлор Лотнер, Джейкоб Блэк. Прямо сейчас мы находимся на очень сыром и промозглом пляже. Мы снимаем сцену, где Джейкоб рассказывает историю. Что подразумевали твои друзья, говоря, что Каллен сюда не приходит? Трудный был эпизод из-за погоды. Мы здесь, и несмотря на погоду, все равно снимаем. Актеры уже промокли. Мы вызываем духов. Вот зачем нам понадобились фургоны. Мы обожаем нашу работу. С этим надо что-то делать. Все залезли в фургоны, чтобы не промокнуть. Мы готовимся снимать вторую сцену. Все готовы. Только и слышно было: пустите нас в фургон. Все актеры попрятались, чтобы не замерзнуть. Готовим новый дубль. Всегда страдают ради удовольствия других. Так мы продолжаем снимать? Белла? Привет, это Джейкоб. Здорово. Эпизод получился. Вот еще одна компания. Им весело. Мы, наконец, отсняли сцену на пляже. Сумасшедший выдался денек. А сейчас, чтобы оживить историю Джейкоба, мы ее не просто расскажем, но и покажем. Питер Фачинелли, доктор Карлайл Каллен. Это флешбэк, вам понравится. Келлан Бладс, Эммет Каллен. Это эпизод из прошлого. Мы одеты здесь в соответствии с эпохой очень стильно. События разворачиваются в лесу, мы преследуем оленя. Они уже готовы съесть его, когда появляются воины из племени койотов. Мотор. Они выходят и как бы спрашивают: что вы делаете на нашей земле? Я говорю что-то типа: успокойтесь. Но нам не разрешают охотиться на их земле, так что мы уходим в освояси. Приведите волков. Одна из моих любимых фишек в книге — то, что племя Джейкоба — потомки волков. Вы это не только услышите, но и увидите. Напустите дыма и тумана для атмосферы. Волки сыграют важную роль в следующих книгах. И сегодня у нас настоящие волки. Стоять на месте? Нет, Сара. Их зовут Рикки, Рэнди, Том, Сара. Звук мотора. Рэйчел Лефевр, Виктория. В этой сцене наша троица находит следующую жертву. И забирает кое-что из его одежды. Кен Гиганде, Джеймс. Его куртка достанется мне. Мы его немного дразним, а потом пожираем. Эдди Гаттеги, Лоран. Сегодня мы кого-то убьем. Начали.
Привет. Кто вы? Снято. Снято. Я знаю, кто ты. Произнеси это вслух. Роберт Паттисон, Эдвард Каллен. В этой сцене Белла сообщает, что знает, что я вампир. Я хочу объясниться, потому что он все от меня скрывает. Сцена выйдет отлично. Первый дубль. Мотор. Скажи это. Вампир. Тебе страшно? Нет. Я признаю, что это правда. Это моя последняя попытка оградить ее от себя перед сценой на поляне. Куда мы идем? Снято. Просто отлично. Отлично получилось. Сегодня мы снимаем сцену, которую сначала хотели снимать в Портленде, но в итоге решили все сделать в Гриффит-парк в Лос-Анджелесе. Мы оформили все как поляну, добавили диких цветов. В этом эпизоде Эдвард заискрится на солнце. Переливание добавим потом с помощью специальных эффектов. Сегодня мы просто снимем, как солнце играет на его лице. Начали. Солнце. Подъем крана. Снято? Снято. Хорошо. Я здесь, чтобы засветиться в одном из эпизодов фильма. Стефани Майер, автор цикла «Сумерки». Я хотела, чтобы Стефани приняла участие, ведь это ее дитя. Как дела? Нервничаю. По задумке, она должна была сидеть с ноутбуком и печатать «Взламывая рассвет». Задача была в том, чтобы нельзя было прочесть то, что на мониторе. А то люди стали бы разглядывать скриншоты с увеличением, пытаясь прочесть текст. Они хотели меня задействовать, но я не хочу портить фильм своим участием. Так что, надеюсь, это будет незначительный эпизод. Начали. Ты такая взрослая, красивая. Снято. Молодцы, ребята. Думаю, она потрясная и прекрасно выглядит в этой блузке кровавого цвета. Мотор. Вампира очень сложно убить, но возможно. Разорви его на части и сожги останки. Если начнем убивать других, перестанем отличаться от Джеймса. Джексон Редбоун, Джаспер Хейл. В этой сцене мы сбегаем от плохих вампиров и увозим Беллу в безопасное место. Эдвард приводит Беллу на бейсбол. Ники Рид, Розали Хейл. И плохие вампиры пытаются ее убить. Эшли Грин, Элис Каллен. Мы складываем весь скарб в наши замечательные машины и переезжаем на другое место. Я, конечно, не хочу ни в чем участвовать, считая это не нашим делом. Я просто с ума схожу. Беллу увозят от меня. Я не позабочусь. Эдвард, конечно, хочет остаться с Беллой, но все понимают, что это небезопасно. Конечно, я говорю, я позабочусь о Белле, все будет хорошо. Я могу предвидеть будущее. В итоге мы убеждаем его в том, что им придется разделиться, что это необходимо. И поэтому мы увозим ее. Дочка. Мама. Сегодня мы снимаем заключительную сцену в больнице. Когда Белла только приходит в себя и не знает, жива она или мертва, стала вампиром или осталась человеком, она находится в полной растерянности и, наконец, видит перед собой свою мать прямо перед глазами. Я так рада, что ты очнулась. Я так переживала.
Ее мать там, поэтому я притворяюсь спящим, пока не смогу узнать ситуацию. И это момент переосмысления отношений двух персонажей. Я здесь. Снято. Элис дала мне платье. Вот только гипс. Выглядишь прекрасно. Билли Бёрк, Чарли Свон. Сегодня Белла идет на свой выпускной, и Чарли отбрасывает все беспокойства по поводу Эдварда и семейства Каллинов и отпускает ее. Я позабочусь о ней. Да, я это уже слышал. Для него это непросто, но он старается улыбаться. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Все ясно, парни? Да. Мы снимаем начало выпускного вечера. Джейкоб выходит из леса и передает Белли послание от Билли Блэка. Закончив фильм, мы поняли, что по Джейкобу будут скучать. Поэтому мы добавили этот небольшой, но важный эпизод. Дух конкуренции между ним и Эдвардом переходит в другие книги. Джейкоб переодевается, надевает модную одежду, насколько это вообще возможно. В таком виде он идет на выпускной. Мотор. Единственная девушка, которая мне нравится, уже занята. Как видите, Белла связалась с этой кровососущей тварью по имени Эдвард. И когда Эдвард отходит, Джейкоб подкрадывается. Я помогу. Она со мной. Увидимся, Белла. Все танцуют до упада, позабыв про камеры. Танцуют все. Сейчас мы снимаем заключительный эпизод фильма. Когда на выпускном вечере Эдвард и Белла танцуют на вращающейся розе ветров. Белла просит обратить ее в вампира. Посмотрим, что случится этой ночью. Мы не уверены. Здесь ужасно холодно и идет дождь. Да уж. Холодает. Действительно холодно. Вечно с погодой не везет. Роб упал? Ну, жаль, я не видела. Свет, мотор, потанцуем. Ты серьезно? У нее сломана нога, так что она будет танцевать, стоя на магии. Зачем ты спас меня? И не позволил яду распространиться. Я бы стала такой, как ты. Для меня это как последний шанс. Мне во что бы то ни стало нужно жить вечно, чтобы остаться с ним навсегда. Иначе никак. А разве недостаточно? Просто жить вместе долго и счастливо. For now.